У вас наверняка бывало такое ощущение. Вот читаешь какую-нибудь книгу про антиутопию, где всех людей делят на группы и заставляют работать за паёк, и думаешь, ну что за глупость? Почему вообще кто-то может полагать, что это сработает в реальности, в настолько карикатурном виде? Мол, в реальной жизни злодей был бы умнее. Ведь если человек лидер, значит он, вероятно, умный. Если преуспел, значит у него есть рабочий план. А если его план не работает, значит так сложились обстоятельства. Или вообще так и задумано, это такая многоходовочка. На деле же совсем наоборот. Чаще именно что стечение обстоятельств приводит к появлению диктатора. Если поизучать мировую историю, подобных сюжетов там просто навалом. Например, взять дикий совершенно коммунистический режим в Камбодже, где малообразованные люди устроили в стране один сплошной концлагерь. Сегодня мы поговорим именно о нем, про диктатора Пол Пота и его режим. Если совсем вкратце описывать ситуацию, получится как начало детской сказки. Из леса вышли безжалостные чудовища и захватили власть. Но мы обсудим чуть подробнее. Только прежде чем начнем, напомню, по ссылке в описании вы найдете бесплатные способы по обходу блокировок YouTube, WhatsApp и Telegram в России. Мы каждый день сами их тестируем, так что все работает. А спонсор рубрики — Shiva VPN. Он дает 3 бесплатных дня на тестирование, так что попробуйте. Сразу скажу, мы будем сильно упрощать. Если рассказывать подробно, получится курс по истории Индокитая, и потом придется выдавать всем зрителям дипломы. Поэтому расскажем совсем кратко, чтобы понять, что это за страна была такая и кем был Пол Пот. Вот Камбоджа. Смотрите. Рядом Вьетнам, Лаос и Таиланд, который раньше назывался Сиам. Все они находятся на полуострове Индокитай. С середины 19 века почти весь Индокитай, кроме Таиланда, был колонией Франции. Метрополия здорово эти страны истощила, так что всю первую половину 20 века в регионе зрели идеи борьбы с угнетателями. На что неплохо затем легли идеи марксизма. Классовая борьба заменилась на борьбу с иностранцами-эксплуататорами. Лозунги типа «земля крестьянину» тоже отозвались у большинства, ведь большинство как раз там были крестьяне. А под боком был пример Китая, который успешно избавился от иностранного влияния и вписался в коммунистический проект. Так что почему бы и не Маркс? И вот на этом фоне проходило детство Пол Пота. Вернее, Салот Сара. Это его настоящее имя. И детство это весьма благополучное. 8-й ребенок в зажиточной крестьянской кхмерской семье. Кхмеры — это, если что, национальность почти всего населения Камбоджи. Старший брат Пол Пота был служащим во дворце. Его двоюродная сестра Миак поступила танцовщицей в королевский балет. Этот балет для Камбоджи, если что, не просто развлечение, но важная часть культуры, а еще возможность занять более высокое положение. Так вот, Миак смогла привлечь внимание короля, стала главной наложницей, родила королю сына, а после стала наставницей королевского балета. Вот такие дела. Родная сестра, другая, сделала похожую карьеру. Поднялась до любимой наложницы. Поэтому, когда Пол Поту исполнилось 9, его отправили на воспитание к родственникам во дворце. Сначала его послали учиться в монастырь, обычная практика в буддистских обществах. А потом Миак оплатила ему учебу в католической начальной школе. В монастыре обучение шло на кхмерском, а в школе на французском. Так что Пол Пот говорил на обоих языках. Хотя на французском все же не очень хорошо. Все его знакомые из того периода заявляли, что он был добрым и послушным мальчиком. Его брат скажет о нем: презренный Пот был милым ребенком. Классическое образование на французском — невероятная редкость для Камбоджи. Средних школ в стране были единицы, и большая часть учеников были французами и вьетнамцами. Их образованные родители приехали в страну по работе, и для их детей и были организованы те школы. Остальное население максимум обучалось пару лет в монастыре. Пол Поту уже повезло куда больше. После католической школы он закончил колледж, что это что-то типа средней школы для элиты. Многие его одноклассники потом работали в правительстве и на других руководящих должностях. Но для дальнейшей учебы мальчику не хватило способностей. Он провалил экзамены на следующую ступень обучения, и ему пришлось идти в техническую школу, учиться на плотника. В это время во Вьетнаме шла борьба за освобождение. Свои коммунисты появились во всех соседних странах, в том числе и в Камбодже, которая старалась быть нейтральной. У Пол Пота, казалось бы,
сорвались все надежды на хорошую карьеру. Но в 1949-м у правительства появилась идея дать зарубежное образование паре десятков талантливых молодых людей. Пол Пот оказался среди них и уехал учиться в Париж. В Париже он не только получил образование, изучая радиоэлектронику, с чем, в конце концов, провалился и диплома так и не получил, но за 3 года он и другие камбоджийские студенты открыли для себя марксизм и вообще левые идеи. Пол Пот сначала вступил в марксистский кружок, потом стал членом французской компартии, увлекся коммунистической литературой, читал все подряд, от Маркса, Энгельса, Ленина до Сталина и Мао. И по собственному признанию понял не все, но втянулся, и когда потерял стипендию, объявил товарищам, что собирается вернуться домой, добиваться социализма на родине. Здесь хочу напомнить, что мы выпускаем отличную книгу на основе серии о Второй мировой войне. Первый том уже сдан в печать, поэтому сейчас книга доступна по предзаказу по сниженной цене. Посмотрите, как она сделана. Мы открыли предзаказ первого тома нашей книги о Второй мировой войне. Вот она у меня в руках. Эта книга основана на сценариях моего сериала о Второй мировой, который выходит на этом канале уже 2 года. И за это время собрал десятки миллионов просмотров. Видео — это быстрый формат, который можно посмотреть на ходу. Но у печатной книги есть своя магия. Ее можно подарить, перечитать, оставить на полке. А если повезет, когда-нибудь она станет учебником. Это и была наша цель – сделать нормальный и понятный учебник для тех, кто хочет разобраться. Мы начали этот проект в конце прошлого года, и поначалу думали, что справимся за 4 месяца. У нас уже был опыт работы над книгами. «История новой России», «100 советов мэру», а еще когда-то мы перевели на русский язык и издали 4 книги по урбанистике. Но довольно быстро стало ясно, что эта книга потребует совсем другого объема работы. В итоге работа заняла 7 месяцев. Над ней трудилась команда из 21 человека. Историки, редакторы, художники, фактчекеры. Мы пересмотрели сотни архивных фотографий, чтобы каждая деталь на иллюстрациях была точной, от формы касок до размеров люка на ранних версиях Т-34. Как и в нашем сериале, здесь нет пропаганды и чьих-то политических позиций, даже наших. Мы просто рассказываем, как все было, опираясь на исторический консенсус. И в 2025 году такая книга особенно важна. Потому что в современной России лозунг «никогда больше» давно сменили на «можем повторить». Тема Второй мировой превратилась в священную корову, окруженную запретами и статьями Уголовного кодекса. Любая книга или фильм о войне сегодня должны укладываться в установленные пропагандой рамки. Нельзя показывать даже исторические фотографии со свастикой. Нельзя обсуждать ошибки советского командования или неудобные факты. За это можно получить уголовное дело. А мы сделали книгу без цензуры, на русском языке, красивую и классную, без цензуры. Первый том рассказывает о причинах войны и ее первых годах, от Версальского договора и мирового кризиса до захвата Польши, падения Франции и обороны Великобритании, ну и начала войны на Восточном фронте, начало Великой Отечественной. Сейчас открыт предзаказ на первый том. Доставка по России и всему миру начнется предположительно в сентябре. Книгу можно предзаказать сейчас за 42 евро. А еще мы планируем второй том. Как только соберем хотя бы треть бюджета, начнем работу. Там будет не меньше сложных тем, и мы хотим сделать ее также качественно. Вы можете поддержать нас любой суммой. Если вы пожертвуете $100, мы пришлем вам книгу из первого тиража, а за пожертвование в $1000 добавим ваше имя в список благодарностей в конце первого тома и пришлем экземпляр с моим автографом. Если вы хотите сами разобраться, как все началось, и показать эту историю своим детям или друзьям, без пропаганды, без лозунгов, просто понятно и честно, заказывайте книгу. Ну, продолжим про Пол Пота. Он у нас вернулся на родину. Там он присоединился к недавно образованной Khmerской народно-революционной партии. И с этого началось его продвижение в коммунистических структурах Камбоджи. Партия была подпольной из-за тесных связей с коммунистами Вьетнама. В первой половине 50-х все страны Индокитая обрели независимость, и Камбоджа со своей крошечной армией и небольшими ресурсами стала крайне уязвима. А в соседнем Вьетнаме коммунисты, удержавшие власть в северной части страны, собрались присоединить южную, чего французы и США никак не могли допустить. Назревала война. Камбоджийский король вертелся ужом, чтобы не влипнуть в разборки. В 1955 году должны были случиться первые после объявления независимости Камбоджи выборы в парламент.
Коммунистам удалось даже зарегистрировать официальную левую партию. У них были все шансы создать солидную фракцию, левые идеи стали популярны. Но король решил, что оппозиция ему ни к чему, и поэтому отрекся от престола в пользу отца, создал собственную партию с социалистическими идеями в программе и возглавил ее. Вот так-то. Бывший король и так был популярен, плюс избирателей запугивали, подсчет фальсифицировали, и эта вот королевская партия в легкую выборы выиграла. Король со своей партией занял все места в парламенте. Вот так вот. Выборы по-королевски. А после смерти отца снова стал королем. Удобно. Чтобы закрепить победу, этот король еще устроил репрессии своим политическим соперникам. Кого-то посадили или даже убили. Другие сделали выводы и с политикой завязали. Надежды для левых прийти к власти демократическим путем не осталось. Но самые упорные и радикальные не сдались. Ушли в подполье. Пароли, явки, политические семинары на конспиративных квартирах. Пол Пот стал жить двойной жизнью. Снимал дом в хорошем районе, в центре столицы, работал преподавателем в престижной частной школе. Его любили дети. Он был вдумчивым, демократичным, ему можно было доверять. А еще он женился. Но одновременно этот же человек входил в комитет из 4 человек, возглавляющих запрещенную Компартию Камбоджи. В 1962 году секретаря Компартии вычислили спецслужбы, похитили и убили. После похищения секретаря его заместитель отстранился от работы в организации. Что сделало Пол Пота ее главой? Он понял, могут прийти и за ним. Я больше не мог оставаться в Пномпене. Я должен был присоединиться к партизанам. Я соблюдал хорошую конспирацию, однако полиция Лон Нола меня выследила. Они знали обо мне, однако не знали точно, кто я такой. И Пол Пот, которого тогда, напомню, звали Салот Сар, исчез в джунглях на границе с Вьетнамом, на одной из баз вьетнамских войск. А появился там совсем другой человек. Уже прям Пол Пот, генеральный секретарь партии, брат номер 1. Его имя, взятое по соображениям конспирации, по одной из версий было сокращением от французского «politique potentiel», то есть политический потенциал. Камбоджийские коммунисты или красные кхмеры ушли в подполье и радикализировались. Несколько десятков или сотен идейных активистов поселились вместе с Пол Потом в джунглях. Это не было особой политической проблемой. Кому мешают марксистские кружки в лесу? Ну, пишут там они от руки листовки, ну, учатся перебирать 2 ржавых автомата на всех. Спят на деревьях, едят, что пожертвуют крестьяне, у которых и так почти ничего не было. Ну, какая проблема? Но, несмотря на предосторожности короля, Вьетнам все же втянул Камбоджу в конфликт. Военные Северного Вьетнама начали размещать базы на территории Камбоджи вдоль границы и перебрасывать по камбоджийской земле войска и оружие по так называемой тропе Хошимина. А США начали все это бомбить. Все это время Пол Пот вел активную работу. Его люди занимались пропагандой среди местных крестьян, вербовали и тренировали боевиков, обустраивали и защищали лагерь. Вербовка шла успешно, ведь жизнь крестьян вдоль границы стала к середине 60-х тяжелой, особенно когда начались бомбардировки. Коммунисты-вербовщики приходили в деревни и предлагали пойти защищать родину от иностранцев-угнетателей. Если крестьянские семьи не могли отпустить к ним мужчин, на которых держалось хозяйство, то вербовщик соглашался принять детей. По некоторым данным, до половины камбоджийских коммунистов-боевиков были детьми от 12 до 17 лет. Это не значит, что детей младше 12 не принимали. Есть свидетельства и о 9-летних солдатах, и даже младше. Многие были сиротами, но были и просто дети, которые наслушались пропаганды, вдохновились и пошли защищать свой народ. Пол Пот регулярно выезжал из лагеря и даже из страны по делам. Посещал Вьетнам, Пекин, добивался поставок оружия и финансирования. Теперь горстка радикалов на окраине страны стала для короля проблемой. Часть территории вышла из-под контроля монарха и находилась под властью красных кхмеров. В 1968 году войска Пол Пота вышли из джунглей и начали нападать на военных и полицию, захватывать базы с оружием. Началась открытая гражданская война. Правительство ответило на нападение и было так же безжалостно к населению, как и армия США. В районах, где проходили операции повстанцев, выжигались деревни, посевы, под ковровые бомбардировки попадало мирное население. В 1969-м бомбардировки США тоже стали ковровыми.
Штаты их отрицали, ведь Камбоджа была нейтральным государством, и было трудно объяснить мировой общественности, что в джунглях с воздуха не разобраться, где база, а где мирное поселение. От этих бомбардировок погибли от 50 до 150 тысяч крестьян-камбоджийцев. Миллионы стали беженцами, погиб урожай риса, голод стал обычным делом. Все больше крестьян приходили к красным кхмерам. Но добровольцев все еще было недостаточно. Многие были верны королю, а он красных кхмеров не одобрял. Но стоило королю уехать с визитом в Пекин, как один из генералов-антикоммунистов объявил его низложенным, а себя главой государства. В чем его тут же поддержали Соединенные Штаты. С этого момента бомбардировки камбоджийской территории армии США стали официальными и проводились с разрешения правительства Камбоджи. А король из Китая по радио призывал своих подданных присоединиться к борьбе против захватчика. И красные кхмеры оказались единственной силой, которые на эту борьбу были способны. Люди рванулись записываться к коммунистам тысячами, десятками тысяч, ведь к этому призвал законный монарх. Следующие 5 лет шла гражданская война. США поддерживали дружественный им режим генерала-изменника, а коммунистов Пол Пота, Китай, СССР и немного Вьетнам. Война истощила всех, число погибших шло на сотни тысяч. В 1973-м коммунисты дошли до столицы, но еще 2 года город держался под обстрелами. Режим генерала к тому времени никто не хотел защищать. Камбоджийцы не считали его легитимным, и даже США стали понимать, что дискредитируют себя, поддерживая генерала-мятежника. В апреле 1975-го город был сдан. В тот момент многие с обеих сторон фронта выдохнули с облегчением. Хоть какой-то мир, ведь хуже войны быть не может. Однако ж... Из-за границы могло казаться, что ситуация в Камбодже стабилизируется. В столицу приехал король, и военные действия в целом прекратились. Но вскоре стали выясняться новые подробности, которым сложно было со стороны поверить, настолько они были абсурдны. Стало известно, что победители опустошают города, просто выгоняют всех жителей в деревни, а напоследок громят то, что казалось красным кхмерам предметами роскоши, типа автомобилей. Ведь все эти годы изгнания в джунглях верхушка камбоджийских коммунистов в полной конспирации под руководством Пол Пота не только готовилась к восстанию, но думала, как адаптировать коммунистическую идею под камбоджийские реалии. В итоге они решили, города – источник капитализма, и сила, мол, не в пролетариате, а в крестьянстве. Истинный социализм – это ультрааграрный социализм, и достичь его можно только если все станут крестьянами и будут жить в коммунах. До победы Пол Пот и красные кхмеры таких идей не высказывали, и подобного на захваченных территориях не устраивали. Ну да, немного применяли социалистические практики, типа устроить передел земли в пользу бедных, но никакого радикализма. Крестьяне в целом даже не особо-то и возражали. Но к таким переменам никто готов не был. Людей просто выволакивали из домов вместе с младенцами, стариками, больными и под конвоем вооруженных солдат, половина из которых дети, вели граждан в неизвестность. На вопросы не отвечали или врали, что это эвакуация, потому что ожидается бомбардировка США. Столица, в которой жило где-то 2,5 миллиона человек, включая беженцев, была выселена за 2 дня. Стояла жара. Людей заставили идти пешком, в том числе пациентов из больниц. 20 тысяч погибло по пути. Столица же целиком досталась Пол Поту и его соратникам. Они там жили и работали почти в полном одиночестве. Устраивали правительственные учреждения где угодно, от железнодорожного вокзала до главного храма города, Серебряной пагоды. Выбирали себе резиденции, а потом меняли их по настроению. Остальные граждане же были поделены на 2 категории. Опора строя, крестьяне, жившие на захваченных красными кхмерами территориях, и новые люди, недавно присоединенные горожане. И у новых людей не было вообще никаких прав. Их поселили в деревенских коммунах, заставляли работать на полях. Идеология предсказывала, что революционный порыв трудящихся масс позволит увеличить урожай в несколько раз, и за счет этого страна станет богатой и процветающей. Так что новых людей загрузили работой. Отменили деньги, запретили любую торговлю. Все необходимое человек должен был получать в коммуне. Но пайки были скудными и нерегулярными. Люди слабели, умирали от голода. Тех, кто возражал, убивали на месте или отправляли в тюрьмы, из которых живым никто не выходил. Семьи разлучались. Мужчины и женщины должны были жить отдельно, а детей с 7 лет забирали у матерей, чтобы воспитывать из них солдат революции.
И это была обычная жизнь, а не репрессии. А ведь репрессии тоже были. Они отдельно применялись к образованным горожанам, чиновникам и буддистским монахам. Наказанием почти всегда была казнь или отправка на тяжелые работы, в итоге все равно смерть. Уничтожались не только новые люди. В безопасности не были даже сами красные кхмеры. В их рядах постоянно шли чистки. Но среди остальных они чувствовали безнаказанность, что привело к резкому повышению уровня преступности. Дети и подростки в войсках были особенно опасны. Они привыкли к насилию с юного возраста и иногда просто под настроение творили ужасные вещи. За 4 года, пока красные кхмеры были у власти, от голода, болезней, непосильного труда и массовых убийств погибли от 1 700 000 до 2 миллионов человек, почти четверть населения страны. Из них жертвы казней от 500 000 до 1 миллиона. Эти смерти не нужны были для удержания власти или для наживы. Не было никакой понятной, пусть ужасной, но рациональной цели. Это были смерти ради пустой идеи малообразованных людей. Мол, мы создадим счастливое и процветающее общество. Что могло пойти не так? У красных кхмеров ничего не вышло. Ни добиться рекордных урожаев и экономических успехов, ни сделать всех жителей счастливыми и довольными, убив всех несчастных и недовольных. Им даже не удалось закрепиться во власти так, чтобы их нельзя было скинуть. Конечно, внутри страны у организованного сопротивления не было и шанса, но соперники нашлись снаружи. И это оказался тот же сосед, коммунистический Вьетнам, который так долго был союзником. Поначалу камбоджийская компартия была, по сути, филиалом вьетнамской. Но стоило красным кхмерам прийти к власти, как отношения изменились. Мол, Вьетнам исторический соперник и потенциальный оккупант. Только и ищет, как у нас еще территории оттяпать. С Вьетнамом действительно не удавалось договориться об общей границе. Да и свои базы с территории Камбоджи вьетнамцы убирать не спешили. Вдобавок, покровителем Камбоджи стал Китай, а у Вьетнама были тесные связи с СССР, который вовсю конкурировал за влияние в Индокитае с Китаем. Вот и получилось, что две компартии создали на базе марксизма разные идеологии и смотрели друг на друга, как на еретиков. В 1977-м на границе начались стычки. Ситуация становилась все напряженнее. В 1978-м вьетнамское политбюро решило, с режимом Пол Пота пора кончать. Камбоджийская армия не смогла справиться с этой проблемой самостоятельно, ведь Пол Пот устроил в ней чистки, чем спровоцировал мятеж. В район мятежа были отправлены дополнительные войска с приказом уничтожить население деревень, заподозренных в укрывательстве мятежников. Словом, прямо во время конфликта с соседями Пол Пот устроил еще и внутренний конфликт. В том же году Вьетнам начал вторжение, и всего за полгода большая часть Камбоджи перешла под его контроль. Под оккупацией было создано новое правительство. Власть получили тоже красные кхмеры, но та их часть, что проиграла во внутренних разборках Пол Поту и бежала за границу, чтобы избежать чисток. Пол Пот и его соратники снова ушли в джунгли. На этот раз на границе с Таиландом. Местность там сложная, горы, заросли, фиг выкуришь. Вдобавок, красных кхмеров по-прежнему поддерживал Китай, а еще США, чтобы создать какой-то противовес Вьетнаму. Пол Пот проживет еще 18 лет на военной базе на границе с Таиландом. Еще много лет красные кхмеры под его руководством будут считаться официальным правительством Камбоджи в изгнании и даже представлены в ООН. Ведь альтернативой стало бы признание оккупационного подконтрольного коммунистическому Вьетнаму правительства. Кстати, от коммунистических идей Пол Пот и его товарищи быстро открестились. И новой основной целью объявили борьбу с вьетнамской оккупацией. Мол, все было ошибкой, капитализм хороший. Разрешаем, мол, снова всем иметь деньги, торговать, а детям жить с родителями. Ну и в городах тоже можно. Противостояние с Вьетнамом тянулось аж до начала 90-х и окончилось вместе с окончанием Холодной войны, когда СССР по понятным причинам перестал поддерживать Вьетнам. Тогда США перестали поддерживать противостоящий Вьетнаму режим Пол Пота. Так началось разоружение красных кхмеров при участии ООН. Участие США в этой истории, конечно, исключительно позитивное тут наблюдается. Прямо сплошное добро творили со всех сторон. Прям вообще. Ладно. Желали лучшего. Да, желали лучшего народу Камбоджи просто с начала до конца всей этой истории. Блин. В страну вернулся король, ранее поддержавший Пол Пота и чудом переживший как-то все эти события. В 93-м он снова стал королем и оставался им аж до 2004-го. Веру в своего лидера боевики утратили лишь в конце 90-х.
В 1997 году Пол Пот устроил последнюю из чисток в своем окружении, заподозрил в измене и приказал расстрелять своего давнего соратника вместе с его семьей. Приказ был выполнен, но после этого окружение взбунтовалось. Пол Пот был отправлен под домашний арест. В апреле 1998-го он мирно умер во сне, остановилось сердце. Все годы, проведенные Пол Потом в изгнании, ООН и другие международные организации поднимали вопрос о том, что его вообще неплохо бы судить так-то. Признать виновным в геноциде, что ли? Но этого так и не случилось. Прошло больше 40 лет с момента, как Пол Пот и его соратники утратили власть над Камбоджей, но последствия их правления до сих пор не сгладились. Камбоджа до сих пор одна из самых бедных стран региона, около $2500 ВВП на душу населения. После десятилетий конфликта в земле все еще остаются несколько миллионов снарядов и мин, на которых люди продолжают гибнуть и калечиться по сей день. Камбоджа наладила отношения с Вьетнамом, и даже все вопросы про границу улажены. Но она осталась страной под авторитарным управлением. Прошлый премьер-министр правил 38 лет, а 2 года назад его на посту сменил его сын. Вот такая вот история. Ни хэппи-энда, ни восстановленной справедливости, ни возмездия для свергнутого диктатора, ничего. Он пришел к власти в стране, где в результате колониального правления были разрушены институты, где насилие стало нормой из-за эпизодов внешней агрессии. Многим казалось, что как только этот упырь будет свергнут, в Камбодже наступит демократия, процветание и всеобщее благополучие. Но реальность такова, что даже после смерти и ухода диктатора демократия, права человека и экономическое процветание не получаются сами собой. Их обществу нужно строить еще долгие годы, не надеясь, что они возникнут и расцветут сами. Вот такие дела. Небольшая экскурсия сегодня у нас была в Индокитай. Перед завершением напомню, мы недавно выпустили новый проект на канале – сериал «От Брежнева до Путина». Там мы пытаемся погрузиться в детали эпохи, рассказать, как менялась страна в восприятии обычных людей на примере обычной квартиры. Подобных проектов мы раньше не делали. Там и концепция интересная, и съемки сложные. Посмотрите, пожалуйста. Ну и до завтра.